Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анастасия, и сегодня моя гостья Ирина Катаева. Та-дам! Возможно, вы знаете Ирину. Ирина автор учебников по русскому языку для иностранцев, автор нескольких учебников, и я про них тоже рассказывала на своем канале. Я очень люблю Иру. Мы сегодня встретились в аэропорту в Стамбуле. У нас буквально меньше, я не знаю, меньше, чем 15 минут. И мы хотим поговорить, я хочу спросить у Иры про ее жизнь в Бразилии. Ира, Да. добро пожаловать в Стамбул. Спасибо, обожаю Стамбул. На несколько часов. Ира, расскажи, пожалуйста, когда ты первый раз приехала в Бразилию? Первый раз я приехала в конце июля 24 года, 1,5 года назад. И сколько времени ты провела там? Ну, у меня была командировка 4 месяца, потом мне продлили еще на 1 месяц ее. Потом я вернулась в Россию на 7 месяцев. Потом у меня была вторая командировка на несколько месяцев. А потом отпуск на месяц. В общем, расскажи, пожалуйста, что ты делала в этих командировках? Проще сказать, для чего, зачем ты ездила в Бразилию? Меня отправил в Санкт-Петербургский государственный университет, где я работаю в рамках программы, где я должна была при поддержке фонда «Моя история» Министерства образования Российской Федерации обучать бразильцев русскому языку. Мы открывали центры открытого образования и обучали бесплатно русскому языку. Здорово. То есть ты преподавала русский или не только ты? Кто-то там у вас еще есть в команде? Первый раз только я, а второй раз уже нам надо было больше людей найти, поэтому уже отправляли 2 преподавателей. А кто были эти студенты, которые изучали русский в Бразилии? Вообще люди разных возрастов, категорий, вообще и студенты, и в возрасте. Дети тоже есть? Были дети тоже. Ага. Кто хотел, мы открыты для всех. То есть их основная цель это просто получить удовольствие или у них более серьезные цели? Все разные. Те, кто студенческого возраста, они бы хотели и учиться в России. Те, кто постарше, ну, да, не знаю, может быть, 50 плюс категория, они связаны с Россией, например, у них бабушка была русская, и их безумно интересует культура России. Такие дети, ну, и, наверное, детей отчасти вначале родители зазывают, а потом, если им нравится, то они уже хотят продолжать. А вот те люди, которые хотят учиться в России, потенциальные студенты, какие у них есть возможности учиться в России? Они могут получить какую-то стипендию или грант? У нас есть квоты. На каждую страну, в принципе, определенное количество бесплатных мест для обучения в различных вузах, в различных городах в России. И только у одного Санкт-Петербургского университета 1000 мест, но это на все страны. А если... Бесплатных полностью? Да. Ну, только перелет надо оплатить. Обучение бесплатное. Это здорово. То есть они... По квоте Россотрудничества можно тоже получать. Сколько рекламы на моем канале. И Петербургский университет, и Россотрудничество. А скажи, пожалуйста, эти студенты должны учиться, если они выбирают учиться в России, они учатся на русском языке, конечно. Да, есть платное обучение на платной основе. Там можно выбрать программу на каком языке, например, на английском. Но если они хотят учиться бесплатно, они должны владеть русским на уровне где-то B1 и подтвердить его желательно. Да, B1 и B2, если на филологии. Правильно? Вроде да. Кажется так. Про жизнь в Бразилии давай вернемся. Что тебе нравится в Бразилии? Что ты поняла для себя? Чем прекрасна Бразилия? Бразилия великолепная страна. Во-первых, нежнейший климат. Тебе, как жительнице Стамбула, конечно же, известно, что такое хороший климат. Но в Бразилии просто цветущий рай. Там на деревьях цветут цветы круглый год. Фиолетовые, желтые, белые. Природа просто фантастически красивая. Пальмы. Люди очень дружелюбные, открытые. С продавщицей в супермаркете вы будете прощаться уже обнимаясь, как лучшие подруги. Все очень... Наверное, не всем такое подойдет. Есть ведь люди очень закрытые, интроверты. Но они не будут обниматься с продавщицей в супермаркете. Потом музыка приятная тоже, еда вкусная. Какая твоя любимая еда была в Бразилии? Я очень люблю pão de queijo. Это сырные шарики такие хлебные. У нас таких нет, их делают из муки, из тапиоки. Мандиоки, точнее. Понятия не имею. У нас не растет. Хорошо. А если поговорить про людей, чем бразильцы в целом отличаются, ну, например, от русских, от нас? Ну, вот мне такую дали фразу. Festejar a vida, что значит праздновать жизнь, celebrar a vida. То есть
отношение к жизни, что они ее отмечают, празднуют. Celebrate life. Да, типа того. Каждое воскресенье они там берут своих собак, да, там почти у каждого есть собака. Вы заходите в торговый центр, там будет 50 на 50 людей, и собаки там, лабрадоры, там какой-нибудь самоедская лайка, ретривер, будут большие собаки по магазинам ходить, не то, что маленькая, как у нас. И вот они все с этими собаками идут либо в парк, либо в Подари, это пекарня, и как культ сидят, пьют кофе, общаются. А есть ли что-то такое, что, может быть, тебя шокировало в начале, и даже что-то, может быть, не понравилось в жизни в Бразилии? Ну, я не могу сказать, что меня это шокировало, но не отличие от Москвы, что люди одеваются как хотят, никто никого не осуждает. Может пройти мужчина и в мини-юбке, да, и такое тоже может быть, и никто никого не осуждает, все открыто друг друга принимают. Ну, в общем, такая определенная свобода. Абсолютно. Ну, ты, получается, ты жила в каком городе? В Сан-Паулу. А ты ездила по Бразилии? Ты была в других городах или была. деревнях? Да, я была в Рио-де-Жанейро один день. И я была в маленьких городах, потому что я преподавать ездила также в разные школы. Ну, это как ближайшие, как Московская область, если на наш язык переводить. Если я назову городки, они ничего не скажут. Там Франку-да-Роша, Озаску, такие. Как твой португальский? Изучала ли ты язык? Я думаю, что да. Да, я изучала и до сих пор изучаю. Ну, Тебе да. нравится? Мне очень нравится язык простой, потому что это романская группа, я люблю все романские языки. Похож чуть-чуть на мой любимый итальянский, французский, испанский, поэтому... У тебя есть любимое слово по-португальски? Думаю, да. Но у меня много любимых слов. Но я скажу, самое частое, которое я слышу от бразильцев, они все говорят как один. Вот когда, допустим, они тебе что-то объясняют, и ты такой начинаешь понимать, а они такие «ису». «Ису» — это значит «это», как «эсте» по-испански. Ну, типа, ну, молодец, да, именно, это то, что я догнала в итоге. Я поняла. Это, наверное, как в турецком «иштебу», я думаю. Но чуть-чуть похоже. Ты рекомендуешь людям поехать в Бразилию и посмотреть все, что ты видела своими глазами? Да, абсолютно. Сама планируешь вернуться? Конечно, если все пойдет по плану, то я вернусь в марте. Хорошо. И, может быть, немножко о своих творческих планах расскажи. Уже не связано с Бразилией, но так как ты у нас в гостях не так часто, почему бы не воспользоваться и поговорить немного про твои учебники, про книги прекрасные. Я всегда только за. Сейчас в ближайшее время выходит Мози-курс. Мози-курс — это новое учебное пособие, которое выходит на смену сюрпризу, который больше не будет выходить. То есть можно будет уже сейчас ссылку какую-то вставить, да, в видео? Надо страницу на сайте добавить, и можно будет. Ну, оно уже вот мы с типографией ведем переговоры, уже почти все готово. Сразу на 3 языках: английском, испанском и португальском. То есть их можно использовать как self-study books, да, как самоучители? Да, и ключи ко всем заданиям будут. Ответы. Да, ответы, правильно. Да-да. И после, я как женщина, которая... Fabric, affordable, Details. details. И потом сразу же, как только выходит эта книга, я принимаюсь за новый «Сувенир 2», который я всем обещаю, все меня трясут, когда. И вот я надеюсь, хотелось бы в начале следующего года закончить новый «Сувенир 2» и его тоже переиздать. Я желаю тебе успехов в этом деле. Я тобой восхищаюсь, твоей трудоспособностью. Это вообще что-то невероятное. Я когда думаю, если бы можно было олицетворить вот такую трудоспособность и энергетику вообще жизненную, тогда это Ира. Спасибо большое за то, что была сегодня гостем на моем канале. И увидимся, надеюсь, либо в Стамбуле, либо в Москве. Может быть, я прилечу к тебе в Бразилию, кто знает. Я жду, договорились. И всем спасибо за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы к Ирине, может быть, вы из Бразилии. Кстати, есть зрители из Бразилии на моем канале. Пишите в комментариях, и Ирина попробует ответить. Да, Ирина? Португальский. На португальском. И пока-пока. Пока-пока.